Данная небольшая тема посвящена вопросам, да, которые следуют из ее названия: личностный рост в прошлом, настоящем и будущем. И ключевые вопросы какие? По крайней мере, первое. Если говорить о личностном росте, об эффективных путях достижения силы, счастья, совершенства, успеха, то на что опираться? Каковы наиболее эффективные аналоги? Это первый вопрос, на который нужно ответить. Второй вопрос. Что часто мешает человеку эффективно в сфере личностного роста достигать значимых результатов? Это определенные стереотипы, да, которые не позволяют ему адекватно оценивать свое понимание этой темы. То есть, если говорить мягко, то большинство людей или в первом приближении что-то знают о личностном росте, или вообще ничего не знают. Да, и как это не было бы обидно. Есть специалисты, профессионалы, им честь и хвала, но большинство людей желательно понимать, что в системе образования личностному росту уделяется, как правило, 0 часов учебного времени. Да, поэтому, чтобы оценивать эту сферу, все-таки нужно запастись некоторым терпением и сформировать определенные, более-менее адекватные представления. Да, еще один вопрос, который нам нужно рассмотреть. Люди в чем-то видят корень проблем. Чаще всего этот корень проблем не совсем правильный. И он также имеет отношение к личностному росту. Например, в Финляндии считают, что у них там высокий уровень депрессии, других психоэмоциональных проблем из-за того, что у них мало солнца. Можно таким образом рассуждать. Но если взять историю, огромное число монахов, которые уходили в пещеры, вообще не видели солнца, но чувствовали себя хорошо. Почему? У них уж со солнцем совсем было плохо. Почему они не чувствовали, да, себя в состоянии депрессии? Потому что их система убеждений, да, вот как выстроен их внутренний мир, он такой, который не предполагает, что у ней должно быть для уныния, депрессии место. У них есть жажда познания, там, пламенная вера, они там молились, медитировали, общались с высшими силами, открывали там какие-то свойства души, они там получали наслаждение. Ну, точно так, как Шри Ауробиндо в тюрьме достиг высокого уровня просветления, да, с различными способностями работы с сознанием. Его познакомили раньше, не было времени, пока работал там ректором, проректором, уделять внимание внутреннему миру, посадили в тюрьму, занялся личностным ростом, все вспомнил. Да, вышел из тюрьмы, создал свой ашрам. Да. Поэтому посмотреть, где стереотипы ведут человека по неверному пути. Первое занятие в основном будет посвящено прошлому, второе в основном будет посвящено будущему и личностного роста в целом, и как это влияет на конкретного человека. По прошлому, что здесь важно и интересно, и как это связано с современной жизнью. В современном мире у людей море проблем, там, по статистике, депрессии 80%, одиночество примерно столько же. Море поводов для переживаний, страданий. Все они такие значимые, эти поводы, да, такие уважительные с точки зрения современного человека. Да. С точки зрения средневекового, скажем, рыцаря, как проблема? На них даже думать, что это проблема, в большинстве случаев смешно. Это все зависит от того, как человек внутри выстроен. Да? Вот люди, которые проходили психоэмоциональную подготовку, скажем, система образования прошлого, это в основном система воспитания. Половину учебного времени мы берем лучшие примеры. Там, аристократия, рыцарь или там, античная культура. Практически все культуры высокого уровня, у которых была цель сформировать классного человека,
Да, вот они решали эту задачу. Одни и те же закономерности. Примерно половина учебного времени — это личность. Во что верить, его убеждения, как относиться к себе, к высшим силам, к стране, к друзьям, к традициям, к семье, ко всему. Да, какой должна быть этика, манеры, чему ты должен быть обучен, да, там, в Афинах, там, 7 искусств, да, образование, одна из основ. То есть человека учили быть сильным, учили принимать правильные решения во всех жизненных ситуациях, а не только на производстве. Да. Бесстрашным учили быть, гореть, верить, творить, наслаждаться жизнью, побеждать. Да, быть честным, надежным и преданным. Ну, там, целевые установки, может быть, слегка отличались, но быть классным, высокоэффективным, да, сражаться, побеждать, не испытывать душевной боли, переживаний, страданий, если ты сталкиваешься с трудностями. Да, там, если брать самые такие сильные примеры вот, внутреннего такого могущества, да, спартанцы умирали с улыбкой на устах. Далее, там, может, не все понимают, каким образом это имеет отношение к современной жизни. Ну, простое. Там, где есть сила, там есть победа. Там, где есть слабость, есть слезы и поражение. Ничего другого там больше быть не может. Да? И все люди, которые достигают успеха в этой жизни, они во многом следуют этой традиции. Или не родились сильными, или они себя целенаправленно формируют быть сильными. Через спорт, через преодоление тех или иных жизненных ситуаций, через тренинги они ищут, где максимальная сила, которая дает максимальную победу. Желательно понимать, что в чем проблема обычного человека. Он не знает, что такое в большинстве случаев личностный рост. Да? Нет ни в школе, ни в вузе должного внимания этой теме. То есть во что правильно верить, как формировать там, стремление, как формировать уверенность в себя, веру в себя, в свои силы, как управлять своим внутренним миром, как управлять своими эмоциями, как гасить любые проблемы, как быть спокойным, да как сиять, как гореть, воодушевлять, передавать там чувства, энергию, влиять на аудиторию. Список бесконечный. Находить, не терять друзей, ставить, достигать цели, делать карьеру. Не учат. Учат знаниям каким-то. Да, тебя поставили на рабочее место, ты можешь ими воспользоваться. Да, а вот как управлять своей судьбой, управлять собой, достигать наилучших результатов, этой темы вообще нет. Вот те, кто достигает успеха, они следуют примерно этой же формуле. Для них знания о судьбе, о жизни и о внутреннем мире человека также важны или более важны, чем профессиональные знания. Хотя профессионализм никто не отменял. Они следуют примерно такой же формуле. Их цель — быть сильными. Все успешные, счастливые люди, они целенаправленно тренируются быть сильными. Не отчаиваться, не переживать, не страдать, культивировать радость, веру, силу преодоления. Все, что дает, да, позитивные результаты. Все, что мешает, это нужно убирать. Да? Поэтому, если заглянуть в прошлое, то самые близкие аналоги, которые позволяют человеку от самого детства становиться духовно неуязвимым, один из примеров основатели там, гуманистической психологии, одни из первых наблюдений во время Второй мировой войны в концлагерях фашисты ломали всех, не могли сломать только одну породу людей — потомственных аристократов. Почему? Потому что они проходили такую систему воспитания, что они никогда не ломались и не предавали вот, свою систему ценностей, да, свои убеждения. Все остальные — коммунисты, там, атеисты, кто угодно. Да, были, конечно, и герои, но в целом ломались на порядок проще. Да, до уровня унижений, вот все, что там можно было делать с пленными. Аристократы — это единственная порода, которую нельзя было сломать. Это не потому, что всем нужно быть аристократами, а потому что только сильный человек способен к значимым результатам. И кто мечтает о значимых результатах, об успехе, о счастье, тому необходимо стать сильным. А для того, чтобы быть сильным, нужно посмотреть,
Кто этих людей готовил раньше, кто готовит сейчас? Раньше это традиционная система подготовки аристократов, рыцарей, спартанцев, воинов. И примерно половина времени — это убеждения, этика, манеры, само собой физическая подготовка, боевые искусства, многое другое. Да, и при этом, конечно, социальные знания должны быть на высоте. И, собственно, там, где был расцвет, неважно, в Греции или там, в той или иной империи, те люди, которые проходили вот эту подготовку, они и творили науку, и развивали искусство, и были классными политиками. Только сильный, мотивированный, бесстрашный, энергичный человек способен к высоким достижениям. Все остальные пополняют такую статистику среднюю. Поэтому у прошлого есть чему поучиться. А среднестатистическим там, рыцарям, может, 1 из миллиона рядом может стать и по силе, и по личным качествам, и по бесстрашию, и по манерам, и по всему остальному, не больше. Да, по всем свойствам личности. А это эффективность того, что делает человек. Но это то, что было в прошлом. Но суть, да, примерно половину времени, это более 10 лет, человек формировал именно вот эти свойства. Современному человеку, который не просто с детства себя формирует, а ему нужно себя переделывать, да, ему нужно где-то выполнить двойную работу. Не просто новое взять, а от чего-то избавиться. Хотя, конечно, все это индивидуально. Кто родился в позитивной семье, люди светлые, уверенные в себя, да, вот, нацеленные на высокие достижения, то человек это впитывает благодаря родителям, не обязательно благодаря целенаправленному воспитанию. Но, конечно, это не все, что нужно. Но в целом желательно понимать, что значимый результат, человек высокого качества, он достигается только значимыми усилиями, а не легко и быстро за 3 часа или за 3 дня. Это в большинстве случаев очень большая иллюзия. Подводя итоги по первому занятию, примеров более чем достаточно, если уметь читать историю. Даже в школе об этом говорят, но в большинстве случаев опускают, да, уводят в сторону, что в основе героических достижений значимых были то выдающиеся личные качества тех, кто эти достижения показывал. А чтобы человек таким был, его таким нужно формировать. Есть замечательные примеры. Большинство первопричин неприятностей современного человека — то, что он такую подготовку не проходил. Да, он вобрал в свое сознание, да, там, стереотипы, поэтому любит страдать, оправдываться, обвинять и ничего не делать, чтобы изменять себя и ситуацию к лучшему. Да? И чтобы перейти к достойным результатам, нужно делать то, что делают успешные люди. Прощаться со слабостями, изменять себя к лучшему. И это непростой путь, но очень ценный путь. Вопрос. Все неприятности, которые есть в жизни человека, это достаточный мотив, чтобы изменять себя к лучшему? Или недостаточный мотив лично для вас? Вам лучше страдать и ничего не делать, да? Или гораздо лучше страдать не хочу, быть слабым не хочу, готов свернуть горы, да, для того, чтобы все неприятности убрать. Ну и второй вопрос. Да, самые прекрасные вершины там, человеческого духа и жизни, да, вот, которая возможна для человека, это достаточный мотив, чтобы горы сворачивать и изменять себя, свою жизнь к лучшему? Или, опять же, лень-матушка говорит: остынь. Если хочешь поработать, ляг, поспи, и все пройдет. Пожалуйста, ваш выбор.